Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим наш разговор о Второй мировой войне, о ресурсах Германии, вернее, об их отсутствии. Вот у меня есть тут табличка, умными людьми составленная и мною переданная, которая говорит о том, какой процент собственной добычи к потреблению составили ресурсы Германии и Австрии. Первая строка – безусловный позитив. Уголь 116%. То есть Германия угля производила даже больше, чем ей надо. Это прекрасно. Дальше все гораздо печальнее. Нефть 10%. Железная руда 28%. Марганец 55%. Хром 0%. Медь 8%. Олово 2%. Свинец 37%, цинк 82%, никель 7%, бокситы 2%. Но тут было все-таки чуть веселее, потому что бокситы были у Венгрии. Венгрия союзник, и как-то можно было просто идти решать. Поэтому не все так плохо. Серный колчедан 25%, сера 47%, вообще хорошо, почти половина. Графит 111%. То есть уголь и графит у немцев в переизбытке. Просто песня. Карандаши можно было делать просто на каждого воина вермахта по 3 штуки на день. Асбест 7%. Ну, дальше уже фосфаты 0%. Дальше веселей. Дальше уже просто хорошо. Цемент 107%. Каменная поваренная соль 118%. Калийная соль 143%. Древесина 85%. Ну, пробка по естественным причинам 0%. Хлопок по тем же самым причинам 0%. Лен 64%. Конопля 11%. Масличная 6%. Натуральный каучук, опять же, понятно почему, 0%. Шелк 0%. Воловьей кожи 40%. Телячья 50%. Лошадиная кожа 34%. Шерсть 16%. То есть одеть, посолить еду и обуть в сапоги еще как-то более-менее. Во всем остальном просто караул. Просто. На этом фоне производство в СССР казалось запредельно шикарным, потому что СССР мог производить все. Ну, просто все. То есть то, чего нет на Украине, есть в Сибири. То, чего нет в Беларуси, есть на Кавказе. То, чего нет в Подмосковье, есть в Закавказье. А то, чего нет, скажем, в Сибири, то есть в Средней Азии. Есть все, огромная страна. А причем ключевые ресурсы сбывались в европейской части. Их можно было забрать легко и просто. Но теоретически легко и просто. Фактически не удалось. Людей положили в море, а толку ноль. Но это ладно. Это уже другой разговор. Смысл в чем? Смысл вам понятен. У немцев не было для войны почти ничего. То, что было, этого было крайне мало. А то, что было в избытке, ну, очень условно годилось для войны. Да, немцы выкручивались мастерски. Немцы выкручивались потрясающе, запредельно разумно. Они, скажем, делали из угля синтетическое горючее, на котором ездила вся техника вермахта. Танки, грузовики, транспортеры. Но, скажем, с нефтью они тоже входили хорошо. То есть нефть перегонялась, бензин уходил в Люфтваффе, а мазут уходил в Криксмарine, военный флот. Нефть использовалась полностью, целиком, но если с Люфтваффе с немцами еще было так-сяк, то с флотом было просто никак. И поэтому немцы, заняв Норвегию, все равно это был чемодан без ручки. Потому что их нужно было снабжать Норвегию нужно было только морем, а на море господство англичане. Кстати, по поводу флота. Тоже очень интересная тема. Валентин Савич Пикуль, царство небесное, очень хороший толковый писатель, фронтовик юного Северного флота, написал замечательную пронзительную книжку «Реквием каравана Пуки-17».
Замечательная книга, в которой он обрисовал мощь немецкого флота как нечто etwas колоссаль, нечто потрясающее. Нет, немецкий флот не был etwas колоссаль. Немецкий флот вообще был, по большому счету, ничтожен. Я это расскажу подробно, потому что на море господствовала Великобритания. Но это факт. Это факт, потому что, скажем, британский линейный флот к концу Первой мировой войны составлял совершенно запредельное количество, больше 60 линкоров и броненосцев и линейных крейсеров. Конечно, они начали сокращать, списывать, все, но все равно, тем не менее, у англичан к началу всей этой вакханалии 1939 года в строю имелось 15 линейных кораблей и крейсеров. У Германии в достройке были два линкора, Бисмарк и Тирпиц, два условных линейных крейсера, Шарнхорст и Гнезенау, три вашингтонских крейсера и три линейных рейдера. Ну, скажем так, очень сильных тяжелых крейсера. Это называемые карманные линкоры, броненосцы береговой обороны типа Deutschland. Все. Два линкора в постройке, два слабеньких линейных крейсера и небольшая эскадра тяжелых крейсеров. Все. Все, что у них было. Англичане в 1938 году к имеющимся 15 линкорам и линейным крейсерам закладывают серию из 5 линкоров типа King Georg V. К тем, что уже есть. Еще 5. И плюс строят, перестраивают из старых линейных крейсеров 2 авианосца и строят новые 4 авианосца. А крейсера они складывают сериями по 12, по 16, по 18 штук. Перечислять замучаешься. К началу войны у англичан в строю 42 крейсера. У немцев 6. По эсминцам ситуация еще хуже. Немцы не достроили свой единственный авианосец граф Цеппелин. У англичан 9 авианосцев. Ну, пускай там у них, конечно, авиационная техника не очень хорошая была. Те же эти старенькие Суордвиши, но, тем не менее, они были. Их нужно было оперировать. И вот миролюбивые англичане строят массовыми сериями линкоры, авианосцы, крейсера. А злобные, агрессивные немцы не могут достроить два линкора. Да, потом они достраивают. Бисмарк, кто погибает не норвежском, в общем, погибает в Атлантике, мою с английским флотом, а Тирпиц в 1944 году уничтожают с воздуха английский самолет. Все, линкоры кончились. Более того, из линейных крейсеров один все-таки погиб в бою с британскими линкорами в 1945 году, а второй был просто разобран на металл, а башни отправлены в артиллерию береговой обороны, потому что они очень много жрали топлива, и это было не по карману немцам. Вот и весь флот. Но это еще не самое интересное по поводу флота, потому что еще флот был у Франции. Достаточно большой, серьезный флот, линкоры, крейсера, авианосцы. Когда случилась катастрофа 1940 года, французский линейный флот ушел в североафриканские порты. Все уверяют историки, что немцы могли захватить французский флот и использовать в своих целях. Это неправда. Потому что территория юга Франции, так называемое правительство Виши, она немцами не контролировалась. И военные порты Франции, Тулон прежде всего, немцами не контролировался. То есть французский линейный флот мог спокойно вернуться домой и оставаться служить правительству Виши, формально независимому, и дальше. Но ему этого не дали сделать. Французский флот был предательски в спину расстрелян и утоплен не немцами, а англичанами. Англичане совершили операцию «Катапульта». Это операция по уничтожению потенциально опасного флота.
То есть корабли, которые вот только что были союзниками, вдруг стали врагами. Англичане их утопили. Убили больше 2000 французских моряков. Союзники так не поступают. Но они боялись, что эти линкоры и крейсера могут, если даже не перейти к немцам, то просто создать гипотетическую угрозу британскому флоту. А это опасно. И Черчилль отдал приказ утопить французские корабли. Убить союзников вчерашних. Убить. И их убили. И их утопили. Что англичанам, кстати, не могло, потому что силы, освободившиеся на Средиземноморском театре, они перебросили на Дальний Восток, где эти корабли и были потом утоплены японцами. Но это уже другая история. А вот операция «Катапульта», она ведь куда посерьезней нашего вторжения в Польшу в 17 сентября этого года. Мы ведь поляков-то просто интернировали, а англичане французов убивали. Но об этом сейчас никто не говорит, потому что это никому не интересно. Это как, все говорят о этой безумной девочке с трибуны ООН, а никто не говорит о резолюции Европарламента, которая это просто за гранью идиотизма. Но это продуманный идиотизм. Ведь к этому очень долго шли. Очень долго. Все мы. И мы русские, и тем более там на Западе. Ведь мы тоже все сделали для того, чтобы изолгать, испохабить нашу историю. Теперь за это мы платим. Ну, пока все.